Приветствую всех на канале Рукоделки-посиделки, и сегодня мы будем вязать с вами вот такого лабубу. Такая милашка, давайте вам покажу ее. Пушистая, мягенькая, хорошенькая, с пальчиками, не 4 пальчика. Кстати, сегодня будем вязать ручки и ножки, а на ножках тоже вот такие пальчики или когтики, как хотите. Размер этой игрушки 17 сантиметров. Вяжется легко и просто. Сегодня свяжем ручки, ножки, а потом будем вязать тело и голову. Для этой игрушки нам с вами понадобится ниточка, Yarn, Milk, вот такой мех. Какой же здесь метраж? Давайте посмотрим. А здесь 75 метров на 50 грамм, то есть 150 грамм, 150 метров на 100 грамм. Так, и какой же крючок нам с вами понадобится? Для этого я возьму крючок номер 3,5. Крючочек 3,5. Из него мы будем вязать полностью пушистое тело лабубу. Ну а вот чтобы связать личико, ручки, ножки, я возьму другую ниточку. У меня она будет бежевая, вы можете взять любую другую нитку. И крючок берем меньше, номером 2,5. И начнем мы с вами вязать с белой нитки. Поэтому оставляем крючок. Но вот это тело пушистое, ее не очень хорошо видно, когда вязать на камеру этой ниточкой. Поэтому, чтобы хорошо было видно, сколько петелек мы прибавляем, а сколько убавляем, я возьму такую вот велюровую нить, чтобы было лучше видно степень вязания. И будем вязать с вами параллельно лабубу вот в таком цвете. Начнем с ножки. Нам понадобится 2 штучки. И будем с вами сейчас вязать. Крючок 2,5, соответствующая ниточка. И начнем с вами вязание. Вяжем ножку. Первый ряд мы набираем с вами 5 воздушных петель. Закрепляем ниточку. И делаем цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья и еще 2. Четвертая и 5. Первый ряд готов. 5 воздушных петель. Дальше со второй петли от крючка мы вяжем с вами 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Остается у нас с вами первая петля, 1, и в нее мы с вами вяжем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик, второй столбик без накида и сюда же третий столбик без накида. И до конца ряда, вот смотрите, у нас с вами получится, остается 3 петли, и в каждую мы свяжем по столбику без накида. А ниточку вот эту мы будем ввязывать. Значит, следующий столбик, в следующую петлю, столбик без накида. Второй столбик без накида. И третий столбик без накида. Получается, что во втором ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Хвостик я использую как маркер. И мы с вами начнем вязать третий ряд. Третий ряд мы вяжем по схеме. Сначала свяжем подряд 2 столбика без накида. Вот сюда, смотрите. Вяжем первый столбик без накида. В следующую петлю второй столбик без накида. И сейчас мы будем с вами вывязывать когтики. Делаем
следующую петлю, в третью, соединительный столбик, протягиваем, набираем 3 воздушные петли, первая, вторая и третья, и с второй петли от крючка мы с вами вяжем соединительный столбик. Давайте я медленно вам покажу. Вот сюда вяжем соединительный столбик. А в следующую петлю мы вяжем столбик без накида. И первый пальчик-когтик мы с вами провязали. Так повторяем еще 2 раза. Соединительный столбик. 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. По цепочке соединительный столбик и столбик без накида. И еще один раз соединительный столбик, 3 воздушные петли, немножко поправлю, 3 воздушные петли, первая, вторая, третья, соединительный столбик и столбик без накида. Дальше у нас идет с вами соединительный столбик и потом 3 столбика без накида до конца ряда. Соединительный столбик, и остается у нас 3 петли, в которые мы вяжем по столбику без накида. Первый, второй и третий. Мы закончили с вами вязать 3-й ряд. Вот такая у нас получается лапка. Дальше маркер переношу я, чтобы не потеряться в столбиках. И мы будем с вами дальше вязать сначала подряд 3 столбика без накида. Вяжем вот эти, видите, 3 столбика вяжем. Первый столбик без накида, следующую петлю, второй столбик без накида и третья петля, столбик без накида. Теперь когтики нам нужно с вами пропустить и сделать следующий столбик без накида вот в эту петлю. Но пальчик, видите, должен остаться с внешней стороны. Давайте я вам лучше покажу. Вот эту петлю мы должны сделать столбик без накида. Поэтому я вот так подхватываю крючком и провязываю столбик без накида. Давайте еще раз покажу. Может быть, поближе. Вот в эту петлю мы за пальчиком захватываем крючком. Вот. И теперь делаем столбик без накида. Это наш 4-й столбик без накида. Провязали. Все. Первый пальчик готов. Точно так делаем второй пальчик. Захватываем. Вот здесь, видите, у нас тоже 1 столбик без накида в петлю. И провязали. То же самое делаем в следующий пальчик. Давайте найдем эту петелечку. Вот она. Видите? Только мы не так захватываем ниточку, а как делали предыдущие пальчики. Вот таким образом захватываем и провязываем. Все. Пальчики, когтики готовы. Такая лапка получается у лабубу. И остается нам с вами 3 столбика без накида.
подряд. Первый, второй и третий. И в четвертом ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Вот такая лапка, ножка. Готовая. Переносим маркер. Дальше у нас с вами будет убавочный ряд. Один на ножке, но нам с вами его нужно провязать. И пятый ряд мы будем с вами вязать по схеме 7 столбиков без накида и в конце одна убавка. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик без накида. Последний у нас будет убавка. Вот у нас осталось 2 петли. Мы подхватываем переднюю стенку полупетли половинку и следующей половинку и протягиваем ниточку. Таким образом мы сделали с вами убавку. В пятом ряду у нас с вами должно получиться 8 столбиков без накида. А сейчас мы будем менять с вами цвет и крючок. Поэтому этот крючок нам с вами не понадобится больше на ножке. Мы возьмем крючок 3,5. И дальше мы будем вязать. Вы из меха, а я из велюра. Основной ниточкой цвета. И чтобы красиво поменять цвет, смотрите, мы сейчас вытянем петельку. И предыдущую убавку мы закончим уже цветом велюра, а вы цветом меха. Я уберу маркер, чтобы он нам не мешал, мне не мешал. И так будет видно, где начался следующий ряд. И вот ввожу ниточку. И уже можем приступить с вами к 6-му ряду. Хвостики я вяжу. И 6-й ряд мы вяжем просто по кругу, уже новой ниточкой, 8 столбиков без накида. Так как мы сменили крючок, нам, может быть, будет немножко плотнее, неудобнее вязать, но вы приспособитесь, у вас все получится. Второй столбик без накида. Я хвостики ввязываю. 3-й столбик без накида. 4-й. Обрежу. Уже не понадобится мне белая нить, чтобы легче было. Так, 5-й столбик. Не затягивайте нить. 6-й, чтобы вам удобнее было вязать. Так, тут 7-й. И вот здесь будет 8-й столбик без накида. И мы с вами закончили 6-й ряд. Вот эти все ниточки можно будет убрать внутрь. Я наполню ими ножку. Они нам больше не понадобятся. 7-й ряд мы будем вязать по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Это будет первый и последний прибавочный ряд в нашей ножке. Вяжем с вами 3 столбика без накида. Возьму
маркер темного цвета, чтобы не потеряться, велюровая ниточка сливается. 7 ряд. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше у нас с вами идет прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. В одну петлю 1 столбик и сюда же 2 столбик без накида. Мы сделали с вами прибавку. И повторяем еще один раз. 3 столбика без накида. 1, 2, так, 3 столбик без накида. И последняя петля у нас с вами прибавка. В 7 ряду должно получиться 10 столбиков без накида. Дальше 2 ряда подряд мы вяжем просто по кругу по 10 столбиков без накида. И у нас с вами ножка готова. Давайте я сделаю это в ускоренном режиме. А вы можете просто поставить на паузу и сделать эту работу. Напомню вам, что мы с вами вяжем 2 такие ножки. Одна схема, 2 ножки. Потом мы будем их соединять. Итак, моя работа подходит к концу. Я закончила. Ниточку я обрежу. И вот такая получилась нога. Покажу, у меня готовая. Вот вяжем 2 ножки. Вот такие пяточки, коготочки для вот такой лабубу. А сейчас будем вязать ручки. Давайте начнем. Тоже нам понадобится 2 штуки. Вот покажу вам, какая у нас будет ручка с пальчиками. 4 пальчика. Берем основную ниточку и крючочек 2,5. Крючок 2,5. И вязание мы с вами начнем. Вяжем сначала 3 воздушные петли. Закрепили ниточку. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 воздушная петля. И с 1 петли от крючка мы вяжем с вами 2 соединительных столбика. Первый соединительный столбик. И вот сюда 2 соединительный столбик. Первый пальчик у нас готов. Нам надо еще 3 таких. Поэтому эту же схему повторяем еще 3 раза. 3 воздушные петли. 1, 2 петля, 3. Далее делаем вот сюда соединительный столбик. 1. И в следующую петлю соединительный столбик 2. И еще 2 раза. Повторяем. 3 воздушные петли и 2 соединительных столбика. 1, 2. Последний пальчик. 3 воздушные петли. Соединительный столбик. 1 и 2. 4 пальчика готовы. Смотрите, вот такие получаются. Теперь мы по кругу будем вязать с вами столбики без накида. Но следующий ряд мы начнем с воздушной петли. И дальше мы с вами вяжем 8 столбиков без накида.
4 по одной стороне, 4 по другой. И тут я вам покажу поближе. Смотрите, мы будем подхватывать вот эту долю петли. Вяжем первый столбик без накида. Вот эта доля петли, видите? Вяжем второй столбик без накида. Находим здесь. Очень легко вяжется. Третий столбик без накида. И вот эта петелечка. Четвертый столбик без накида. Поворачиваем вязание и делаем то же самое с другой стороны. Давайте найдем эту полупетлю. Видите, вот она. 4 штучки. И подхватываем, вяжем еще 4 столбика без накида. Вот так подхватить будет легче. Это у нас получается 5-й столбик без накида во втором ряду. 6-й. 7-й. И последний, 8-й столбик без накида. Провязали. И дальше по кругу мы с вами вяжем 8 столбиков без накида. Но при этом мы будем с вами вязать мехом, поэтому крючок мы убираем, берем крючок 3,5 и вводим уже ниточку, в моем случае розовую, велюровую. И вяжем 5 рядов по 8 столбиков без накида по кругу. Давайте я буду делать это на ускоренном режиме. Особо тут уже вязать нечего. Вяжем просто по кругу по 8 столбиков без накида. Ненужные ниточки я уже отрезаю и буду их просто ввязывать. И встретимся с вами уже в 7-м ряду, когда будем наполнять ручку. А пока вяжем 3, 4, 5, 6 и 7 ряд по 8 столбиков без накида. 5 рядов подряд. Ну и вот ручка связана. Теперь нам ее нужно слегка наполнить холофайбером, наполнителем. Не очень плотно, чтобы она была мягенькая. Давайте я это сделаю быстренько. Готово. Ручка готова. А теперь последний ряд мы с вами вяжем, складываем вместе ручку. Вот так. И провязываем, захватывая 2 полотна, 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и 4. Ручка готова. Вяжем таких 2 штуки. У меня уже связано. Проследите, чтобы они были одинакового размера и набитости, пухлости. Потом мы их соединим в туловище. А пока мы обрезаем ниточку, потому что мы будем ввязывать ручки.
И на этом первая часть мастер-класса готова. Мы связали с вами ручки, 2 штучки, ножки. И во второй части мы будем вязать тело, соединяя все наши детальки. Свяжем такой милый лабубу. Если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, мне будет приятно. Напишите, какого цвета ваша будет игрушка. И скоро увидимся!